Слышишь, за окном засыпает старая Рига. Ласковые сумерки медленно опускаются на крыши домов, укутывая воробьев, трамваи и уличные фонари в теплые синие шали. На нашем подоконнике тоже наступает время тишины. Закрывай глазки, устраивайся в своей кроватке поудобнее. Сегодня папа Колючка расскажет тебе удивительную историю об одном очень громком госте. В тот вечер в комнатке кактусят все шло как обычно. Машуля, Данилка и веселый болтун уже умылись, стряхнули дневную пыль со своих колючек и уютно устроились в своих глиняных горшочках. Папа Колючка, как всегда, сел в центре, поправил свои мудрые усы и только-только приготовился начать тихую вечернюю сказку. Сегодня, малыши, когда солнышко спряталось за горизонт, в нашем доме произошло что-то странное. Шепотом начал папа Колючка. Но не успел он закончить фразу, как вдруг из темного угла полки раздался оглушительный, резкий, металлический грохот. Бряц! Тик-так! Бряц! Тик-так! Кактусята от неожиданности подпрыгнули в своей теплой земле. Из тени на середину подоконника важно и строго вышагал старый механический будильник. У него были две круглые блестящие шляпки, звоночки на макушке, маленькие железные ножки и очень сердитые усы-стрелки. Это был будильник Бряц. Он остановился, сердито звякнул внутренними пружинками и громко объявил: «Так, остановить сон! Спать категорически запрещается. По инструкции я должен прозвенеть ровно в 7 часов утра. А пока утро не наступило, я обязан работать громко, четко. Порядок есть порядок». И он затикал еще сильнее, с каждым шагом сотрясая подоконник. Тик-так! Тик-так! От этого грохота у маленького болтуна даже задрожали колючки, а Данилка испуганно спрятался за Машулей. Добрая Машуля решила исправить ситуацию. Она подползла поближе, вытянула свой мягкий связанный плед и попыталась аккуратно накрыть им ворчливого гостя, чтобы приглушить звук. Но Бряц сердито зашатал звоночками и заворчал из-под
одеяло. Дзынь! Это что за безобразие? Не нужно меня накрывать. Порядок нарушать нельзя. Тогда за дело взялся мудрый папа Колючка. Он бережно, очень аккуратно, чтобы не поцарапать железный бачок, взял братца на свои теплые зеленые ручки. Будильник от удивления даже тикать стал чуть медленнее. «Знаешь, дорогой Бряц, — ласково и спокойно сказал папа Колючка, глядя в круглое стекло его циферблата, — порядок — это, конечно, очень хорошо. Мы тоже его любим. Но у ночи есть свой собственный, особенный порядок. Это тишина, покой и добрые пушистые сны. Твой громкий стук мешает малышам отдыхать. Бряц замер. Его стрелочки немного опустились, словно ему стало неловко. Но я не умею по-другому, тихо звякнул он. Внутри меня крутятся шестеренки, а пружина натянута так сильно, что я просто не могу остановиться. Мне одиноко и тяжело одному в темноте. Папа Колючка тепло улыбнулся и повернулся к кактусятам. А потом посмотрел на тебя, мой дружок, и сказал: ребята, а давайте поможем нашему гостю расслабиться и успокоиться. Давайте прямо сейчас шепотом назовем самое тихое, самое доброе и ласковое слово, которое вы знаете. Скажите его тихонько. Может быть, это слово нежность, уют или мамочка. Напишите его потом в комментариях под нашей сказкой вместе с мамой. Пусть Бряц увидит, как много у него теперь заботливых друзей. Услышав эти добрые слова, старый будильник Бряц удивленно моргнул секундной стрелкой. А папа Колючка закрыл глаза и начал тихо-тихо, очень мелодично напевать старинную колыбельную. Машуля, Данилка и Болтун подхватили мотив, мягко покачиваясь в такт. Бряц сначала немного сопротивлялся. Его железные колесики по привычке пытались стучать, но атмосфера тепла была сильнее. Постепенно его тугая ночная пружина внутри начала расслабляться. Шестеренки стали тереться друг от друга мягко-мягко,
словно пушистые котята, и случилось настоящее чудо. Громкое и резкое тиканье будильника вдруг стало затихать. Оно сделалось мягким, бархатным и плавно попало прямо в такт колыбельной папы Колючки. Тик-так, бай-бай, тик-так, засыпай. Тихонечко запел старый бряц. Машуля, Данилка и Болтун, слушая эту новую, невероятно убаюкивающую песню, сладко зевнули, закрыли глазки и начали тихонько, мирно посапывать в своих горшочках. Папа Колючка бережно перенес поющего бряца на мягкую полочку рядом с ночником и прошептал: «Слышишь, малыш, наш бряц теперь не просто тикает. Он научился петь самую добрую ночную песню вместе с нами. Обязательно поставь сердечко под нашей сказкой, если ты тоже любишь засыпать под такие теплые и добрые истории». Папа Колючка ласково укрыл всех кактусят, посмотрел на тебя и улыбнулся. Всем спокойной ночи, самых нежных, волшебных и безмятежных снов. Свет в комнате медленно гаснет, растворяясь в темноте. Остается только мягкое, едва заметное свечение ночника. Старый будильник бряц мирно стоит на своей полочке, его стрелки тихо-тихо поют песню снов, оберегая твой покой до самого утра. До скорой встречи в новой сказке. Закрывай глазки, спокойной ночи, пока-пока.